Он этот автомобиль. Фотографии я вам сейчас отправлю, тоже сделал, чтобы общий вид был. А то на видео непонятно будет. Рестайлинговый обвес. Пластиковая панель в кабине. Опа. Вот она. Пластик, спальник. Здесь все освежим кабину. Сейчас я вам покажу, как кабину освежим. Двигатель Евро 2, 260 лошадиных сил с интеркулером. Яздовская ТНВД. Вот она ZF9, немецкая эта коробка. Вот она 65-111 раздатка усиленная. Вот чем рама отличается, сейчас сзади покажу. 43-114 от 43-118. Машина полностью на ходу, своим ходом 600 километров мы приехали. Итак, отличие 43-118, самые основные. Вот она, толщина рессор. Здесь 1,8. Вот эта балансирная струна, которая идет. Здесь 12-тонная, она более толстая. То есть если две струны поставить, вон там внизу, которая труба. Вот. Эта труба более толстая, 12-тонная. И вот оно главное отличие. Вот эта рама, а вот швеллер, усилитель идет. На 114-м с завода этого не идет. Вот можете посмотреть общее состояние машины. Резина в каком состоянии. Выхлопную трубу, естественно, поменяем. Машина на ходу, но сейчас мы с нее охлаждающую жидкость слили. Потому что испугались, что там может быть намешано что-то с водой. Потому что мы не знаем, как эксплуатировал предыдущий хозяин автомобиль. А запустить автомобиль можно. Так, по поводу кабины. По освежению. Вот здесь у нас стоит машина. Вот эта кабина называется освежили. То есть ваша кабина будет выглядеть так же. Вот. Здесь у вас будут новые чехлы. Сиденье водительское тоже будет присутствовать с новыми чехлами. Вот она получается обшивка. Все вымыто, все чистенько. Вот это называется БУ кабина, которую мы подготавливаем. По очереди на капиталку. Мотор здесь Евро 2, КамАЗ. 260 лошадей с интеркулером. Радиатор. Машина полностью на ходу приехала. Вся в сборе. Кабину сняли, увезли на ремонт. Сейчас по очереди шасси заходит в цех. Здесь будет производиться демонтаж силового агрегата, демонтаж надрамника. И машина заезжает в цех. Точнее, мы ее будем заталкивать туда. Здесь исполнение длиннобазовое. Подбор с КМУ, 7,5 монтажка, 4400 межколесный блоки. Разобрали. Сегодня тележку разберут, рама голая останется. Начинаем, как всегда, с чистки, пескоструй, покраска и так далее. Вот карданы с этой машины лежат. Передок. Передок на стенд уже поставим. Агрегатчики передком занимаются. Сборщики разборкой занимаются. Сборщики сегодня разборщики. И в цехе прибрались. Чистота, порядок. Как мы работаем? Целиком до рамы разбираем. Окрашиваем раму. Сейчас очистим. Двойной слой здесь грунта. Сайвер называется. Грунт эмаль по ржавчине. Вот она рама. И все, и начинаем сборку. Значит, вот они, мосты. Такого состояния разбираются. Здесь домики новые, изношенные, потому что были. Так, вот получается мост, собранный уже готовый, средний это. Вот передок. Передок тоже уже начали. Сейчас пока обед, тут ребята все у нас кушают. Как раз время поснимать есть. Так, это передок. Это средний мост. Так, вот это двигатель от этой машины. Это чистый 55-й мотор, чистый 300 лошадиных сил, Евро 2, механическая ТНВД. Вот она, Язда. Здесь стояла вязкостная муфта
с завода, потому что на 55-х моторах она идет. Поставили электро, так как она надежнее и лучше. Карданы. Этот кардан новый, этот кардан новый. Раздатка, между раздаткой и коробкой ремонтный. Основной ремонтный. После ремонта все карданы. Так, что еще? Задние пачки рессор. Коренные меняем листы. Остальные остаются как есть. Передние рессоры пачками меняем новые. Ступицы цапфы. Сейчас покажу. Ступицы цапфы. Значит, что с ними происходит? Для того, чтобы система подкачки работала, не подводила, делаем, значит, как? Штангелем замеряется. Если у нас заводские допуски, заводские размеры, отвозим на мехобработку. То есть здесь все с мехобработки. Вот. Здесь будут одеты флянцы под АБС. То есть машина будет с АБСом. Так, вот она балансирная. Балансирка. Струна, так называемая. 12-тонная толстая струна, естественно. Тоже с мехобработки. Все заводские параметры выдержаны. Вот она обработана. На этом мы не экономим. То же самое касается цапф. Вот они, цапфы две остались. То же самое. Штангель циркулем вымеряется. Если не соответствует заводским размерам, везется на мехообработку. Как правило, на вездеходах это не соответствует никогда. Потому что выработка очень большая идет. Все, здесь все обрабатывается под заводской размер. Посадочный. Ну и все, вот так с рамы собираем машину. Так, сборка у нас КамАЗа продолжается. Так, ну мы что, заднюю балансирку закатили сегодня. Точнее, вчера закатили, сегодня будем добивать. Так, вот она струна, редуктора, мосты. Вот она балансирка. Все из-под станка, полностью всегда заводские мы размеры восстанавливаем. Не на башмаках, не на балансирке. Так, здесь мосты, все собрано. Редуктора установлены. Так, вот они, башмаки лежат. Вот это у нас ребята передок уже собрали. Осталось покрасить. Раздатка на свое место уже потихонечку стремится. Так, силовой агрегат у нас также готов, все готово. Так что сборка продолжается. Работа кипит активная у нас сегодня. Начался день. Это 43-118, как мы любим, стандартно. В хаке будет цвет кабины, зеленый. Вот такой аналогичный цвет будет у кабины. Агрегаты все готовы. Машина полностью готова к сборке. Пневматика протянута. Электрика частично протянута. Раздатка, мосты. Все на местах. Двигатель также готов. На складе находится. И коробка. Вот от него коробка была с ремонта провезена, покрашена. Все готово к установке. Со дня на день выгоняем эту машину. Кабина здесь будет обвес рестайлинг. С пластиковым бампером, с пластиковым панелью. Сейчас покажу я кабину. Вот такая будет кабина на 118 машине. Ждет своего часа. Никак не можем мы до нее добраться. Зеркала здесь с подогревом. Пластиковая панель. Обвесы, крылья. Также бампер. Подножки, полностью все новое приобретено. Исполнение со спальным местом. Закатили передний мост. 43-118 модель. Длиннобазовая, шасси. 4400 межколеска, 7,5 монтажная длина будет. Раздаточная коробка на месте. Готова к установке. Трубки, электрика, все протянуто. Мост на месте. Двигатель готов, все готово. Остается только сборка. Так, это задняя балансирная телега. Домики здесь заменили на новые. С мехобработки полностью. Здесь у нас все делаем по уму, все делаем по ГОСТу, по нормам, как положено. Здесь 55-й мотор. Это означает, что здесь чистый 300 лошадей, не 260, не 280, а 300. Редкий это мотор. Редко когда он попадается. Как производится сборка?
Рама ставится на стапеля, голая окрашивается. В дальнейшем узлы агрегата навешиваются на раму. Нет ни одного узла агрегата здесь, который бы не тронули. То есть все здесь ремонтируется полностью. Выхлопная система новая устанавливается. Электрика, пневматика протягивается. Коробка ZF9 после капитального ремонта. Вал в двигателе здесь стандартный. Бачок это заменим на новый, естественно. Старый оставили для откатки. Естественно, с интеркулером мотор. Резина новая устанавливается. Этой машине осталось неделя. Она будет готова. На машину гарантию даем 6 месяцев или 30 тысяч километров пробега. Вопросы, если есть, можете либо в WhatsApp писать, либо звонить. Первый запуск мотора у нас, 13-й год машина. Обвес еще не установили, крылья только повесить успели. 55-й мотор, ZF9, коробка здесь. Готов у нас КАМАЗ 43118 модельного ряда. 2013 год выпуска в автомобиле. Рестайлинговый обвес установлен здесь. Цвет хаки. Начнем осмотр с капотного пространства. Здесь пневматика новая протянута, электрика новая протянута. ПЖД 14 установлен, самый надежный. Интеркулер, радиатор, естественно. Двигатель. Здесь модель идет 740.55. 300 лошадиных сил. ТНВД Язда. Вот она, Евро 2. Коробка ZF9 с демультипликатором, что называется, с делителем по-нашему. Два бака, 350 на пассажирской стороне, 210 на водительской стороне. Рама длинная, 7,5 метров. 4400 межколесное расстояние. Этот автомобиль подходит под спецтехнику. Под бортскому идеально подойдет автомобиль с такой длиной рамы. По желанию заказчика можем тележку перекатить как вперед на 3690 на стандартное место, так и назад на 4600 можем удлинить на 20 сантиметров. ДЗК располагается на заднем свесе. Впоследствии здесь установлено будет запасное колесо. Резина новая, трехпятачковая. Полный капитальный ремонт у автомобиля производился с ремонта всех узлов агрегатов. Задние фонари пятиместки, что называется. Так, это задние рессоры, водительская сторона. Ступицы, цапфы, полуоси, балансир. Все полностью с мехобработки, все сделано. Гарантия на автомобиль у нас 6 месяцев или 30 тысяч километров пробега. Раздаточная коробка 65111, здесь модель идет. Вот тут межосевой дифференциал, межколесные блокировки на мостах также имеются. Кабина со спальным местом, высокая крыша. Аккумуляторы, естественно, новые. Баки тоже, кстати, новые стоят. Передний мост. Рессоры в сборе новые установлены здесь. Вот он, передний мост. Также с переборки полностью. Сейчас покажу убранство в кабине. Так. Кабина получается также рестайлинг. Обшивка вся новая. Сиденье. Здесь водительское на пневмоподушке сиденье. Исполнение со спальным местом. Едет у нас КАМАЗ наш. Обкатываем. 13-й год. Второй день уже обкатки. Мелочи устраняем.
И на базовый здесь ZF9, напоминаю, 55 мотор, 300 коней. Сейчас трещотки, тормоза будут проверять. В принципе, все работает, все исправно.